Всем привет! С вами я, Катерина, и в этом видео я расскажу, как научиться красиво подбирать цвета, попробую объяснить теорию и продемонстрирую это на примере моих работ. Если вы уже видели мои предыдущие видео, вы знаете, что я увлекаюсь раскрасками и колористикой. Соответственно, умение красиво подбирать цвета очень важно в таком хобби. Множество веков назад при формировании палитры оттенков своих картин художники-колористы руководствовались интуицией. Я тоже часто руководствуюсь интуицией, но иногда, чтобы прийти к какому-то нетипичному для меня цветовому решению, я обращаюсь к цветовому кругу. Самый первый цветовой круг был создан еще Ньютоном после открытия такого явления, как дисперсия света. Он поставил призму перед лучом света, и луч разложился на спектр цветов. Так Ньютон вывел 7 цветов, известных нам с детства как цвета радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Размеры цветовых сегментов Ньютон сделал пропорциональными интенсивности каждого цвета в спектре, а количество основных цветов выбрал по аналогии с музыкальной октавой, имеющей 7 интервалов. Позже Гёте, тот самый немецкий поэт, который занимался не только поэзией, но и многими другими вещами, в том числе работой с цветом, но уже не с точки зрения физики, а с точки зрения психологического влияния цвета на человека. Так вот, Гёте ввел новый цвет – пурпурный, который находится между красным и фиолетовым и замыкает спектр, полученный Ньютоном. Так Гёте создал свой цветовой круг, состоящий из 6 цветов, среди которых он выделил 3 основных – пурпурный, желтый и синий, из которых, как он полагал, можно получить все остальные цвета. Итак, перейдем теперь к известнейшему теоретику искусства Иоганнесу Итону и его цветовому кругу. Это самый известный классический круг, состоящий из 12 частот, и далее мы будем рассматривать только его. 3 основных цвета первого порядка – это желтый, красный и синий – размещаются в равностороннем треугольнике по центру круга. Затем выстраивается равносторонний шестиугольник, где расположены 3 смешанных цвета, каждый из которых состоит из 2 основных цветов. И получаем таким образом цвета второго порядка – оранжевый, зеленый и фиолетовый. Далее получаем цвета третьего порядка, каждый из которых создается благодаря смешению цветов первого и второго порядка. Это желто-оранжевый, красно-оранжевый, красно-фиолетовый, синий-фиолетовый, синий-зеленый и желто-зеленый. Таким образом возникает правильный цветовой круг из 12 цветов, в котором каждый цвет имеет свое неизменное место, а их последовательность имеет тот же порядок, что и в радуге, плюс пурпурный дополнительный цвет. Различают также ахроматические цвета. Это цвета, не имеющие цветового тона, конкретного оттенка спектра. Это белый, черный и все оттенки серого, находящиеся между ними. Пройдемся также по характеристикам цвета. Первая характеристика – это цветовой тон, отвечающий за его положение в спектре. Светлота, которая отвечает за то, что цвет приближается к черному и темнеет, либо приближается к белому цвету и светлеет. Насыщенность – это степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического. При приближении к серому цвет становится более блеклым. Есть еще также понятие светлоты тона. Оно не зависит от светлоты цвета и насыщенности. Легче всего продемонстрировать это свойство на синем и желтом цветах. Они воспринимаются нами с разной светлотой при одинаковой насыщенности и без примеси черного или белого. Желтый тон самый светлый, синий – самый темный. Один из способов определения светлоты тона цвета – представить его в полумраке, либо пересветлить, либо перевести картинку в черно-белый с помощью компьютера. Видно, что при большой светлоте цвета желтый отличим от белого меньше, чем синий. В темноте же синий меньше отличим от черного, чем желтый. Вот так выглядит спектр цветов. При одинаковой насыщенности светлота тона у каждого цвета спектра разная. Этим приемом пользуются многие художники. Например, пользовался Ван Гог. Он часто использовал сочетание очень насыщенного желтого с таким же насыщенным синим, и за счет разницы светлоты тона участки желтого будто светятся на фоне синего цвета. Это явление называется симультанным контрастом, и это лишь один пример контраста. По Итону существует 7 типов цветовых контрастов. Контраст по цвету – это сочетание любых чистых цветов в их предельной насыщенности. Для создания контраста по цвету нужно по крайней мере 3 чистых и достаточно удаленных друг от друга цвета. Цветовые контрасты можно очень часто найти в витражах, где их стихийная сила берет верх над формой.
Это моя работа из раскраски по Гарри Поттеру, и выполняла я ее, ориентируясь на существующие витражи. Как видите, цвета использованы достаточно чистые, и они удалены друг от друга на круге. Самый сильный контраст по цвету дают 3 основных цвета – красный, синий и желтый. Вот пример моей работы с использованием этих ключевых цветов. При этом они использованы в разных пропорциях. Желтому отводится главная роль, синий подчеркивает фон, а красный встречается лишь в маленьких деталях. Таким образом мы усиливаем общую выразительность работы. Следующий контраст наиболее значимый для любой работы. Это контраст темного и светлого. Глаз человека в первую очередь воспринимает контраст тьмы и света, а потом уже цвета спектра. Поэтому, как бы потрясающе вы не сочетали цвета, без контраста темного и светлого работа может получиться пресной и не цеплять взгляд. Наиболее сильный контраст – это контраст между черным и белым, а между ними существует бесчисленное количество серых оттенков. Характер серого цвета находится в зависимости от соседствующих с ним цветов. Он смягчает их силу или делает их более интенсивными. В качестве нейтрального посредника он примиряет между собой яркие противоположности, одновременно поглощая их силу и обретая собственную жизнь. Лучший способ проверить контраст темного и светлого – это перевести свою картинку в черно-белое изображение и посмотреть, не сливаются ли важные детали вашего рисунка, есть ли акцент на самом главном. Вот, например, на изображении с космонавтом основные элементы – это портал и след от ракеты. В цветном виде они подчеркнуты цветом, но и в черно-белом ясно видны и притягивают взгляд. Другое изображение приведу в качестве примера по светлоте тона. Здесь есть как насыщенный желтый, так и насыщенный фиолетовый и фуксия. При переводе изображения в черно-белое мы ясно видим, что желтый участок будто освещен солнцем, а фиолетовые части остались в тени. Таким образом можно создать контраст темного и светлого, не только осветляя и затемняя цвет с помощью белого и черного цвета, но и работать со светлотой тона. Следующий контраст, который мы рассмотрим, это контраст холодного и теплого. На круге Иттона цвета делятся на холодные и теплые вот так. И температура цвета – это не просто выдумка. Научные исследования показали, что синий-зеленый цвет понижает импульс кровообращения, в то время как красно-оранжевый его стимулирует. Поэтому помещения, окрашенные в холодные тона, кажутся на 3-4 градуса холоднее, чем помещения в теплой цветовой гамме. С точки зрения живописи, с помощью цветовой температуры мы можем передать перспективу, потому что в природе более удаленные предметы, в силу отделяющего их от нас воздушного слоя, всегда кажутся более холодными. Поэтому мы так часто видим горы синими и фиолетовыми, хотя они могли бы быть в действительности зеленоватыми или серыми. Еще одно правило живописи – если освещение теплое, то в тени появляются холодные оттенки. Например, здесь весь двор возле рождественского домика освещен теплым светом от желтых ламп, поэтому у нас холодные тени. Особенно хорошо это видно на снегу. Если же освещение холодное, в тени появляются теплые оттенки. Вот другой пример. Здесь улица освещена луной, и тени приобретают не синие оттенки, а наоборот грязновато-коричневые. Далее рассмотрим еще один контраст, наиболее яркий – контраст дополнительных цветов. Этот вид контрастов проявляется между конкретными парами оттенков, расположенными друг напротив друга в цветовом круге. Контраст дополнительных цветов очень ярок, поэтому используется чаще всего в приглушенном виде. Наиболее яркий пример такого контраста – это сочетание красного и зеленого в рождественской тематике. А здесь представлен более приглушенный вариант, но цвета также являются комплементарными. Следующий контраст будет очень интересен любителям оптических иллюзий. Он называется симультанный контраст и основан на том, что наш глаз при восприятии какого-либо цвета тотчас же требует появления его дополнительного цвета, и если такового нет, то симультанно, то есть одновременно, порождает его сам. На этот раз я буду демонстрировать эффект не на раскраске, а на своем рисунке, чтобы линии не сбивали никого с толку. Здесь в верхней дольке яблока есть такой желто-зеленоватый оттенок, и его окружают оттенки зеленого. В дольке лимона, даже если это визуально не видно, тоже есть точно такой же желто-зеленоватый оттенок, но его окружают уже оттенки желтого и оранжевого. А на ярко-оранжевой дольке апельсина тоже есть желто-зеленоватый оттенок, но его окружают оранжевые и красные оттенки. Что же мы получаем в итоге? Во всех 3 дольках есть одинаковый желто-зеленый оттенок, но окружающие его оттенки меняют наше восприятие цвета. Рассмотрим их в качестве фона, а наш одинаковый оттенок разместим по центру.
Слева кажется, что квадрат посередине имеет зеленоватый оттенок, но справа на красном фоне он кажется гораздо желтее левого. Симультанный контраст возникает при сочетании серого и какого-либо чистого хроматического цвета и при сочетании двух чистых цветов, не являющихся строго дополнительными, как в нашем примере с фруктами, где на красном фоне зеленовато-желтый выглядел как чисто желтый. Перейдем к следующему виду контраста – контрасту по насыщенности. Это противоположность между цветами насыщенными, чистыми и блеклыми, приглушенными. Цвета могут терять свою чистоту 4 способами. Первый способ. Чистый цвет может быть смешан с белым, что придает ему более холодный характер. Это можно увидеть на примере красного, который при смешивании с белым приобретает синеватый оттенок и меняет свой характер. Желтый также становится немного более холодным благодаря примеси белого. Основной характер синего цвета остается почти неизменным, а вот фиолетовый цвет очень чувствителен к примеси белого, и если насыщенный темно-фиолетовый цвет несет в себе нечто угрожающее, то от примеси белого он становится более светлым, лиловым и производит приятное и спокойное впечатление. Второй способ. Чистый цвет также можно смешивать с черным. При подмешивании черного цвета к красному последний приближается к фиолетовому и коричневому. Желтый теряет свою лучистую светлоту и приобретает болезненность и коварную ядовитость. Синий цвет затмевается черным. Достаточно небольшого добавления черного, чтобы его чистота быстро исчезла. Черный цвет усиливает присущую фиолетовому цвету мрачность. Обычно черный цвет отнимает у цветов их чистоту. Он отдаляет их от цвета и более или менее быстро убивает. Третий способ. Насыщенный цвет может быть ослаблен благодаря добавлению к нему смеси черного и белого, то есть серого цвета. Едва только к насыщенному цвету добавляется серый, то тут же получаются блеклые оттенки по сравнению с первоначальным цветом. Чистые цвета могут быть изменены еще одним путем добавления дополнительных цветов. Если к фиолетовому цвету подмешать желтый, то получится промежуточные тона между светло-желтым и темно-фиолетовым. Зеленый и красный не очень различаются по светлоте и при смешивании дают грязный цвет, переходящий в серо-коричневый. Различные смеси двух дополнительных цветов при осветлении их белым цветом дают очень сложные и интересные оттенки. На этом примере на цветах и листьях использован контраст насыщенности. Справа указаны использованные оттенки. Последний контраст – контраст по площади цветовых пятен. Это тоже очень важная тема. Теплые, имеющие большую светлоту цвета, должны быть меньше по площади, чем холодные цвета, так как сила их воздействия намного активнее холодных. Соблюдение этого правила поможет создать комфортную для наших глаз цветовую гармонию. Представленные пропорции действуют только для цветов в их максимальной насыщенности. Гёте установил числовые соотношения для основных цветов, отображающие силу воздействия цвета. Отсюда мы видим, что наибольшее воздействие оказывает желтый и оранжевый, поэтому их необходимо использовать дозированно, в меньших долях, а для уравновешивания к ним стоит добавлять побольше холодных оттенков, синего или фиолетового цвета. На этом цветовом круге видны пропорции, которые следует применять при создании гармоничного сочетания. Перейдем к примеру. В этом изображении использовано 4 основных оттенка – темно-зеленый, красный, оранжевый и синий-зеленый. Чтобы цвета смотрелись балансированно, высчитаем их гармоничное сочетание, используя круг гармоничного сочетания. Для сине-зеленого оттенка я взяла среднее значение в размере 7, между 8 для синего и 6 для зеленого, и рассчитала гармоничную пропорцию цветов, высчитав сумму и разделив значение каждого цвета на эту сумму. Итак, синий-зеленый оттенок занимает около трети картинки. Темно-зеленый занимает 1/4. Красный также занимает около четверти. И оранжевый цвет занимает 1/6. Вот так выглядят цветовые пятна в итоге. И другой пример по контрасту площадей цветовых пятен – классическое сочетание желтого и фиолетового. Желтый занимает 1/4, а фиолетовый 3/4. Вот так выглядят их цветовые пятна. И напоследок я покажу основные цветовые гармонии. Если даже вам кажется, что вы не умеете подбирать цвета, вы можете воспользоваться этими гармониями и кругом Иттона, и все будут только завидовать вашему вкусу. Итак, первая гармония очень стильная и в то же время простая. Это монохром. Берете один цвет и работаете со светлотой и насыщенностью. Работа при этом будет нести настроение того цвета, который вы взяли за основу. Я покажу на своих работах,
Они выполнены практически в монохроме, за исключением небольших деталей. Первая работа выполнена в коричневых оттенках, которые при осветлении переходят в бежевые. Работа выглядит теплой, уютной, в стиле ретро. А вот другая работа выполнена в синих оттенках. Она уже более холодная и загадочная, как просторы космоса. Давайте рассмотрим следующую гармонию. Это аналогичная гармония. Это сочетание от 2 до 5 цветов, расположенных рядом друг с другом на цветовом круге. В идеале это 2-3 цвета. Впечатление от такой гармонии спокойное и располагающее. Следующая гармония – это триада. Нужно лишь представить себе равнобедренный треугольник по центру круга. Цвета, которые окажутся над вершинами, образуют гармоничную комбинацию цветов. Эта комбинация достаточно контрастна и эффектна. Основная или первичная триада – это самая главная цветовая гамма. Здесь собраны чистые красный, желтый и синий цвета. Как вы помните, эту триаду мы рассматривали в части, посвященной контрасту по цвету. Комплементарный контраст мы уже рассматривали ранее, он является еще и гармоническим сочетанием цветов. Берем цвета, расположенные напротив друг друга в цветовом круге, так они становятся ярче и живее относительно друг друга. Есть еще один вариант комплементарного сочетания цветов – раздельно комплементарное. Здесь вместо противоположного цвета используются соседние для него цвета, сочетание основного цвета и 2 дополнительных. Выглядит эта схема тоже достаточно контрастно. Следующая гармония называется тетрада. Это цветовая схема, где один цвет основной, 2 дополняющий и еще один выделяет акценты. И последняя гармония – квадрат. Сочетание 4 цветов, равноудаленных друг от друга. Цвета здесь не схожи по тону, но также комплементарны. За счет этого образ будет динамичным, игривым и ярким. На этом все. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Я старалась сделать это видео не скучным и долго к нему готовилась. Надеюсь, что нигде не ошиблась. Мне важно ваше мнение, поэтому напишите в комментариях, интересна ли была вам эта тема, что новенького вы бы еще хотели узнать. Спасибо вам за просмотр. Пока-пока!